Начнем, значит, просто чтобы люди в дальнейшем знали, какие у нас преимущества и в дальнейшем, как мы развиваемся именно в наших кошельках, призмах. Отлично. Значит, ну давай озвучим наши преимущества. В чем преимущество? Сейчас мы вышли вот именно на большую, то есть началась большая игра. И по сути вот сейчас прикрепились к призму очень много разных сообществ. И каждый как бы тянет одеяло в свою сторону. Но от самого разработчика не было такой команды и не было такого желания, чтобы люди тянули одеяло в свою сторону и бегали, так как у нас сам блокчейн, он живой и перемещается от одной стороны в другую, и люди бегают в разные проекты. Но конечная цель все равно от разработчика и вообще именно все плюсы для призм, это то, чтобы люди все объединились. Поэтому мы выбрали самый как бы нелегкий путь, вот, но зато самый справедливый и самый надежный. Вот, нужно именно подчеркнуть наш основной козырь и то, что мы держим карту в руках и люди ее не видят, у нас существует Джокер. Мы можем покрыть любую карту, потому что у нас существует надежность в том, что наши люди имеют доступ к своим кошелькам по отношению к другим проектам. Потому что люди гоняются за большими процентами, но забывают о том, что доступ к этим пулам имеют как минимум 2 там, или 3 человека. Хорошо, если они друзья по жизни, и они добросовестные, честные люди, и справятся со своими обязательствами и выплатят всем деньги, которые люди запросят свои призмы. Но существует очень 3 основных мощных фактора. Первый – это то, что они, может быть, и хорошие люди, но они могут сесть на мотоцикл там и разбить себе головы, и в конечном итоге люди останутся у разбитого корыта, потому что доступ имели к этому пулу только эти 2 человека. Второй фактор нельзя исключать, то, что, допустим, они уже открытые люди, и как бы и неизвестно, что может произойти по разным обстоятельствам. Третье, это может сработать фактор жадности. Если сейчас монета, допустим, 70 центов, 68-69 центов, то как бы ничего такого ужасного. Но представь, будет монета стоить там, допустим, 3, 4, 5 долларов или даже 10, да? Тогда уже срабатывает совсем другой фактор, и неизвестно, где потом эти люди будут искать этих людей, которые имеют доступ к этим пулам, там где-то в Южной Америке или еще где-то. Вот, поэтому пошла игра по большому, по крупному. Вот, и нам нужно озвучивать наши преимущества. Мы работаем от разработчика по белой бумаге, по white paper. То есть мы строим нашу структуру именно в самой классике. То есть в классике, там, где каждый человек имеет свой собственный карманный банк, вот, имеет свой собственный печатный станок, и он сам принимает решение, покупать ему эти краски для того, чтобы печатать эти электронные деньги, которые можно обналичить, фиатные деньги или в тот же биткоин и эфириум. Вот. Я не буду сейчас говорить за другие криптовалюты, мне интересен призм. Потому что весь масштаб, когда я раскрыл весь масштаб в своей голове и изучив всю информацию, я понимаю, что он настолько огромен, что здесь люди не пришли сорвать миллионы и разбежаться. Здесь речь идет уже о миллиардах. Вот, поэтому все позволяет, все может позволить то, чтобы... Аня, я тебе перезвоню через 2 минутки. Вадим на связи? Да, я перезвоню через 2 минутки. Хорошо, ты мне скажи, у тебя есть Zoom? Zoom есть, да. Я тебе ссылку скину, присоединишься к нам в беседу. Мы все разбираемся с этим кошельком, который у нас в минус уходит. Ну, он же до нуля не дошел, или как, что там произошло? Ну, в Zoom выйдешь, чтобы посмотреть, хорошо, потому что там в 2 словах не объяснишь. Хорошо, обязательно с этим разберемся. Это очень важный фактор. Да. Сейчас я закончу и разберемся. Да. Давай. Хорошо. Давай. Да. Значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что нужно озвучивать именно наши преимущества того, что мы имеем доступ к своим кошелькам. И мы сейчас строим настоящий призм, настоящую структуру. Вот. Какие минусы у других проектов? В том, что, допустим, люди там бегают за большим процентом, но в конечном итоге сам разработчик озвучил, что выиграют те, кто строит структуру. Люди
в самом минимальных потерях будут в том, что они останутся без структуры. Это первый фактор. А если еще второй фактор взять, хуже, да, который самый наихудший сценарий, в том, что люди могут остаться без своих монет. Вот, поэтому нужно иметь свой собственный кошелек в блокчейне, отслеживать это все, видеть, какое количество монет у тебя в кошельке, и доступ туда, к этому кошельку, должен иметь один человек только, через свой приватный ключ, через свой финансовый пароль. Это наш козырь, мы этим и работаем. Поэтому все сейчас будем обучаться именно скачивать ноду и становиться форджерами, чтобы еще больше себя обезопасить. Значит, что касается кошельков. Значит, в кошельках ни в коем случае, когда человек создает финансовый пароль, не просто скидывает финансовый пароль человеку и тот прикрепляется, а надежно его раза 3-4 проверяет, именно вбивая этот финансовый пароль, конечную фразу свою, которую он дописывает, вручную, чтобы он видел, что он попадает 3-4 раза в один и тот же кошелек. Если он попадает в один и тот же кошелек, значит, у него есть финансовый пароль для вывода своих средств, для вывода своего баланса, своих финансов. Вот, это уже плюс большой, да. Все, записывается все на бумажном носителе. Ни в коем случае не хранится весь финансовый пароль на компьютере. То есть только в обрезном виде. То, что выскочило, автоматически выскакивает фраза от программы. Вот. Остальные слова, которые человек дописывает, держит только на бумажном носителе. Значит, дальше. Ни в коем случае финансовый пароль не отправляем ни в WhatsApp, ни в Viber, ни в Telegram, ни на почту, а только имеем у себя его. И ни с кем не делимся экраном и не показываем. Все, это чтобы все уловили эту самую главную мысль. Вот. Ну и закончим, наверное, вот именно по поводу наших преимуществ в том, что человек, который, допустим, создает девственный кошелек, и он ждет активации, он должен получить от кого-то монетку, чтобы он прикрепился к блокчейну, к этому кошельку. Кошелек прикрепляется только от другого кошелька, то есть другой кошелек должен отправить ему монетку, в зависимости, кто за кем идет и каким партнером он является. Там, может быть, идут команды 5 человек, ни в коем случае нельзя их разделять, они должны быть вместе, один за другим, от сильного к слабому. Вот. Или от слабого к сильному, там уже не важно, разбираются каждый как хочет. Вот. И вот этот козырь нужно всегда озвучивать о том, что человек все, что не купит, именно каких бы количеств монет не купил в своем кошельке, никому не идет вышестоящему, никакие проценты у него не отбираются, это его монеты купленные, у нас нету пакетов, у нас нету обязательств, каждый покупает себе монету по мере своих возможностей и выше своей головы не прыгает, ни в коем случае не одалживает там и не берет кредит для того, чтобы купить призм, всегда нужно учитывать долю риска. Вот. Но тем не менее человек по возможности покупает эти монеты для того, чтобы их приумножить. Нам хватает этого парамайнинга. Пока существует 7% паратакса, нам этого хватает. И здесь легко можно выйти без проблем даже в классике на 25, на 27 и даже на 30% в своем кошельке. Без всяких пулов. Вот наши преимущества, Дима. Все. Спасибо. Давай на связи. Завтра я дал отмашку, завтра переводим.